Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, Таро расклад, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 24 по 30 июня, последняя неделя. По сути дела, и весь расклад до конца месяца. Какие события нас ожидают вас, мои дорогие Водолеи? 29 июня Лилит или Черная Луна входит в знак зодиака Весы. И разные периоды в том или ином знаке Лилит пребывает, но в знаке зодиака Весы. Это начинается с 29 июня. Считайте, с июля уже эти энергии будут активно действовать и пробудут там по март 2025 года. Я допишу статью и опубликую ее на своем сайте, как эти энергии будут проигрываться также для каждого из знака зодиака. В последующем я оставлю ссылку во вкладке «Сообщество». Кому интересно, кто читает мои публикации, следите. Или вы можете отследить с моей страницы Facebook. Также я там оставляю ссылки. Так вот, кто такая Лилит? Это то наше тайное желание или наше намерение, которое мы готовы перевести в цель. Это то, что мы хотим осуществить. Это то, о чем мы никому не говорили. Это то, что может буквально рваться наружу. Это усиливается вот это желание осуществить ту свою мечту, о которой мы, возможно, мечтали много лет назад, возможно, с детства. И эта энергия дополняется новыми возможностями. Да, нам придется еще сформировать это желание в конкретную концепцию действий. И, может быть, какие-то вопросы согласовать. И не одни. И это на последующий далекий период времени. Но для вас, мои дорогие Водолеи, для вас, конечно, возможности. С новым вдохновением, мои дорогие, безусловно, это тоже имеет место быть. Но мы возвращаемся к нашей неделе. И первая карта. Что важно знать? Или какие энергии будут у вас преобладать? По тройке мечей, пусть карта перевернулась, но она о чем говорит? Это какая-то ранящая ситуация, которая не на этой неделе. Это всегда карта прошлого. И то прошлое, которое нас обездвижило. Или то, с чем мы не могли согласиться. Какой-то сложный период жизни, ранящая обстановка или еще обстоятельства, которые нам довелось пережить, и мы переболели. Мы не могли быстро пройти какой-то сложный путь. Так вот теперь нам карта говорит, ты уже как стреляный воробей, ты теперь имеешь определенный опыт отрицательный, и это тоже для тебя важно, перевести те эмоции или чувства, которые были проигрышны, или то, что у тебя не получилось осуществить, или ты столкнулся с предательством. Вот теперь ты должен перевести в ситуацию и оставить себе как опыт, это будет важно, чтобы какую-то ошибку ты не повторил в последующий период жизни. Ну вот, видимо, это кому-то важно услышать. Ну, давайте я все-таки сама достану карту. И, может быть, раз перевернулась эта карта, могут люди вам из прошлого. Или какая-то ситуация, которая отдаленно может напоминать своеобразное дежавю, с чем вы уже сталкивались. Так вот, что важно знать? Неожиданности или чего не избежать? Чему сейчас не время? Или что вам может помешать? Что же вам будет помогать, мои дорогие Водолеи, какие энергии? Что скрыто? Может быть, чему-то не придаете значения. Дело, работа, бизнес. Смотрим энергии. Энергия финансов на этой неделе и личная жизнь. Опять же, энергетика, как видят карты. Что же для вас будет в приоритете? А то, что вы сами себе установите, ваша карта. И не важно, что меня смотрят девочки. Значит, и вы в таких более, где-то хладнокровно расчетливых энергиях, мужских более энергиях. Там нет места, каким-то, может быть, и если. Там меньше надежды на то, что не произойдет никогда. Здесь больше рационализма, логики, холодная голова, по сути дела. Что важно знать. Или если ваш вопрос касается, опять же, к примеру, у кого-то вопрос здоровья. Вы чувствуете себя, как недомогание, не очень хорошо. Проходят врачи иногда по этой карте. Значит, нужно обратиться к доктору, пройти обследование.
а не думать, не додумывать или не ожидать, что, ну, как-то сама по себе проблема исчезнет. Нет, не исчезнет, тут надо рационально решать. Или эта карта может говорить, когда мы обращаемся к юристам, потому что если есть такой вопрос, когда вы должны понимать, как работает в отношении меня закон, или, может быть, вы хотели что-то осуществить и застопорилось, и вы на какой-то момент, подсказка вашего шестого чувства, интеллекта, это звучит как «я должен сделать что-то наверняка и себя обезопасить». Тогда мы обращаемся, опять же, к юристам, адвокатам, нотариусам, чтобы укрепить свои знания или сделать то, что согласуется с нормами, законами, правилами, регламентом каким-то. Тоже проходит по этой карте. Может быть, вам придется столкнуться с людьми, которые наделены властью. И тут вы тоже не замечтаться не можете отстаивать свои какие-то позиции, с применением эмоций в первую очередь, а нужно как-то очень хладнокровно все равно решать тот или иной вопрос. Проходят и люди в погонах. То есть вот, наверное, вся неделя рациональная такая, но это ваша энергия, это карта интеллекта, по сути дела. Но это тот интеллект, как альтернативные варианты развития событий, что жизнь не будет в каком-то одном ключе, а могут быть своего рода неожиданности, на которые нужно реагировать хладнокровно, увидеть, что же есть по факту, чтобы где-то эмоции нам не закрыли какую-то реальность. Давайте вот про неожиданности спросим. Но это все то, что я говорила, эмоции не закрыли реальность. Это карта ночного страха, буквально инсомния, бессонница. И если вдруг есть такие мысли, когда вы ту или иную проблему мало что думали днем, так переносите еще на ночь, в надежде, что как-то я сейчас в спокойном режиме разберусь. Так вот этого тоже не происходит. Часто психологически, когда мы не отдохнули ночью, на утро мы не имеем как раз этой свежей головы, и мы видим в искаженном варианте события. И карта-то нам говорит о чем? Открой глаза. Реальность, она какая-то другая. Вот мы могли даже какую-то прежнюю концепцию отстроить или себе разработать какой-то план. Вы, мои дорогие водолеи, скорее всего, вам придется что-то корректировать. И будет зависеть ваш успех от того, каким реалистом вы будете на этой неделе. У кого-то карта говорит буквально «займись собой». Не допускай какой-то глубокой философии, иначе она тебя затянет на это дно колодца, откуда будет очень сложно выбраться. Не время лишним мыслям. Сам по себе рационализм и конкретика правят балом на этой неделе. Или буквально для кого-то из вас это будет говорить о том, что ты не хочешь видеть какую-то объективную реальность. И это что-то не новое. Это, скорее всего, то, что уже сложилось к данному периоду времени. Но оценить нужно обстановку как-то иначе. Чему сейчас не время? Не время буквально куда-то отправляться в путешествие, может быть и так. Не время, ну вот так сорваться куда-то, совершить переезд, может быть очень далеко. Ломать какую-то вот на данный период времени, продумывать, да, новую стратегию, тактику хорошо, но этого не буквально приступать к исполнению, а может быть детализировать вашу мечту, цель, намерение или какой-то ваш вопрос, как вы хотите осуществить. И с учетом, опять же, той реальности, которая существует. Вот для чего вам нужно увидеть, иначе вы можете на что-то согласиться, а в последующем разовьются события таким образом, что вы будете к этому не готовы. Или карта сама, это карта мужества, карта заслуженного успеха, предполагает, что мы готовы как раз к тому, что у нас человек идет готов к каким-то событиям, которые неожидаемы, непрогнозируемы. Но, видимо, не время для риска на этой неделе. Потому что либо как какая-то новость к вам придет. Бывают в нашей жизни те ситуации, которые мы долгое время пытаемся решить. А они сами по себе, такое тоже бывает, решаемые, потому что меняются, кстати, законы. К примеру, это как выходят подзаконные акты. И все, и проблема нивелировалась. Или будут другие возможности, более для тебя приемлемые, или те, которые больше тебя будут устраивать, больше для тебя будут интересны. Но вот не время пока приступать к осуществлению своего какого-то плана. Что же вам будет помогать?
Но продолжает все то, что я уже говорила ранее. Карта, девятка жезлов– это карта своеобразной самообороны, когда мы откликаемся только в двух случаях, когда нам что-то угрожает или чтобы не упустить свои возможности. Нас ничто не должно застать врасплох. Вот это нам помогает. И когда мы не спешим проучаствовать в каком-то деле, это тоже вам будет помогать, мои дорогие водолеи. Как будто карта говорит: затаись и жди, наблюдай и анализируй, что же происходит вокруг, что говорят люди, в каком концепции развиваются события. Вот такие энергии для вас будут важны, интересно. Нет каких-то действий. Ну, правда, нет каких-то действий. Не рискуй собой, приведи мысли в порядок. Какая-то пауза помимо вас будет вот на этой неделе, как все замерло. Наступило как какое-то затишье или когда ничего не происходит. Карта говорит о том, что я складываю оружие буквально. И это может проиграться, когда вы видите, что мне сейчас педалировать какую-то ситуацию, это себе навредить. И это будет очень правильно. Не подгонять себя, потому что, опять же, события принимают какой-то ход развития, который может не вписываться в вашу концепцию представлений, именно представлений, как это будет продолжено. И вам предстоит еще проучаствовать, но только тогда, когда ситуация уже разовьется до какого-то определенного момента, периода, или когда она начнет укладываться в более строгий какой-то или стройный логический порядок. А до этого своеобразная турбулентность не дает возможности что-то просчитать. А вот отдохнуть как раз, и все то, что я говорила, это прекрасное время. Тут ведь вы сами можете до чего-то додуматься. Мы спросили, что скрыто. Тут действительно чего-то вы можете не видеть, если куда-то поторопитесь. Не оцените правильно обстоятельства вашей жизни. Дела, работа, бизнес. Мир. Буквально мир, покой, баланс в вашей душе, какие-то новые возможности, завершение чего-то, какого-то сложного жизненного этапа. Не случайно вот эта тройка мечей перевернулась, как подсказать, вот то, что у тебя было, оно вот уже теперь так не будет. Будет совершенно с новым значением, как и твоя собственная жизнь, как твои какие-то намерения, планы, цели. Они должны быть переформированы в новую реальность. Но есть какой-то итог ваших приложенных усилий. И здесь буквально у кого-то награды, мои дорогие водолеи. Признание ваших заслуг тоже может быть на этой неделе. Не время в себе сомневаться. Или, может быть, удачный момент быть великим дипломатом, Лилит. Это весы, мы говорим и Лилит в весах. Весы в первую очередь дипломатия. Ваш конек дипломатия, мир. Скорее с кем-то договориться. Для вас не будет ничего невозможного, если вы, выйдете на какие-то более миролюбивые энергии. И пусть вы в глубине своей души с чем-то не согласны. Может быть, отчасти реальность такова, с другой стороны, и желание не навредить самому себе. Лучше буквально удерживать этот самый хрупкий баланс, который вам в последующем будет помогать и, может быть, принесет популярность, известность. По этой карте нет ничего невозможного, но какие-то итоги вы подводите. И это 21-й старший аркан, повторюсь, жизнь переходит на новый уровень. И дайте завершиться какой-то ситуации, обстановки вокруг вас. Пронаблюдайте ее для того, чтобы с более свободным состоянием души от каких-то прежних разочарований начать новую, как перевернуть страницу собственной жизни. Что-то такое решается. И тут не ваше даже участие, мои дорогие водолеи, ваше участие только именно как миротворец, вот так, буквально. И неважно, что вы тут ставите, какие задачи. Либо вы пошли оформлять документы к чиновнику, значит, тоже вот в таких энергиях нужно быть. Или для вас какой-то важный вопрос решается по части финансов, то же самое. Или вы по части работы, своей деятельности, по части своего бизнеса, значит, тоже нужно выстраивать какую-то новую концепцию. Но еще что-то завершается, и вам нужно красиво завершить.
для того, чтобы более красиво потом что-то начать. Вот есть обстоятельства, на что вы не влияете, но для вас они как раз и раскроют новые возможности. И здесь у каждого по-своему. Финансы, вот деньги точно не тратим. Вы можете получить на этой неделе деньги, все-таки карта мир, я не могу этого отрицать. Но семерка жезлов – это карта соревнования. Но, тем не менее, семерка – это та пауза, которая от нас не зависит. И нас приглашает эта карта, несмотря на то, что будет много людей, самых разных, с разными мнениями, с разными посылами, которые будут пытаться вас или дергать буквально в разные стороны, или настаивать на чем-то своем. А нам карта советует держать нейтралитет. Нам карта советует держать паузу, еще одна карта. И говорит, отступи полшага назад и наблюдай, опять же. Ты можешь парировать, у тебя сил хватит, но ты сначала реши наверняка, а надо ли тебе в этом участвовать? Надо ли тебе свою энергию туда расходовать? А уверен ли ты, что потом события будут развиваться с той точностью, как ты это планируешь? И если не уверен, не участвуй точно. Не соглашайся на то, а тут могут быть такие воздействия, когда где-то так сложно держать эмоциональный фон, понимаете? И ведь это 7 жезлов летит в нашу сторону. 6 как будто прорисовано. У человека 1 жезл для самообороны. Обратите внимание, он ничего не делает. Он просто ждет. Вот какая-то такая позиция и по финансам. Пока подожди. Тут что-то определяется как в пространстве, во Вселенной. И поэтому я тоже могу думать, что не время тратить деньги. Может быть, и не время что-то покупать на этой неделе. Что же личная жизнь? Ну вот что выпало, то выпало, перевернулось. У кого-то какая-то разочаровывающая ситуация. По части личной жизни это то, что было прежде. С чем-то вы были не согласны. И не время тогда настаивать на своем, а время простить друг друга. Отчасти эта карта, пусть не в этой колоде, но это карта прощения. Когда мы признаем собственные ошибки. И если нас кто-то обидел, это не значит, что мы должны где-то согласиться с тем, что противоречит принципам нашей жизни. Нет, принципы мы должны сохранить самих себе. Но допустить, что не кто-то, допустим, виноват, а это я что-то прошляпил, потому что я слишком доверял этому человеку. Но в конечном итоге это не поиск виноватого, а признание собственных ошибок. Когда мы даже допускаем ошибку, что да, это я был либо самонадеян, либо был доверчив, тогда я и получил вот эту тройку мечей. Или когда я надеялась, что какое-то чудо произойдет, оно не произошло, а мне надо было быть больше реалисткой. Это тоже признание, да, собственной ошибки. И не поиска, что кто-то, опять же, мне намеревался сделать плохо. Мы будем сталкиваться с разными людьми, разными ситуациями. Мы попросту не можем бездумно где-то расслабляться, общаясь с людьми. Или бездумно думая, надеяться на благополучный исход событий. Да, к примеру, если мы участвуем в каких-то сомнительных делах, не всегда же личная жизнь говорит о любви. У кого-то и про любовь тоже. Наши надежды, которые закончились каким-то крахом, тоже карта может говорить. И, может быть, у кого-то на этой неделе вы подводите итог в ваших отношениях. Но вот-вот что-то произойдет, завершится окончательно. И нам говорят, приводи уже мысли в порядок, потому что у тебя начинается совершенно новая эпоха. Но как-то красиво завершить ты должен. То, что в твоей жизни уже не будет иметь значения, но не должно быть повторено и не должно быть взято за основу, мои дорогие. Ну вот неспешная неделя, ваш интеллект от начала до конца, какая-то миролюбивая, жизнеутверждающая позиция и мудрость, безусловно, не дать себя втянуть в решения или в действия ненужные, или в какие-то когда мы заявляем что-то, как выносим вердикты, вот этому тоже сейчас не время. Помните, что какая-то самооборона, она помогает. И то, что вас ничто не должно застать врасплох. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, почему-то такой расклад. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.